Здравствуйте, господа! С вами Аркадий, и у меня есть небольшое хобби. Я занимаюсь коллекционированием обзоров коллекционных карточных игр. Ничего не могу с собой поделать, поэтому сегодня мы с вами вскроем очередной бустер. Ранее мы рассматривали в основном те игры, что ворвались в уже популяризированный жанр, но, кажется, пришла пора заикнуться и о том, кто его вообще создал. Никогда не догадаетесь сами, поэтому слушайте внимательно историю. Первые карточные игры появились на свет еще в 9 веке в Китае, а до европейских стран добрались лишь в 14. У любой классической карточной игры всегда была четко обозначенная постоянная колода, которой и играли участники. Вот это с тузами, трефами, бубями. Далее, внезапно в веке в 20-м в дело ворвался американский бейсбол, вокруг которого в качестве сувенирной продукции создавались и активно продавались различные коллекционные карточки с изображением бейсболистов. Максимально знакомый нашим дедам аналог — коллекционирование марок с конвертов. Так что если бы ККИ изобрели в России, то это была бы коллекционная марочная игра. Ну а затем те же бейсболисты попытались не просто выпускать красивые лица своих игроков на бумаге, но и соорудить из этого целую игру со своими правилами и особенностями. Но что-то не вышло. А вот уже в 1993 году господин Ричард Гарфилд придумал первую в мире коллекционную карточную игру под всем вам знакомым названием Magic the Gathering. ККИ убивает сразу двух ранее обозначенных зайцев, позволяет как коллекционировать красивые карточки, так и регламентирует правила, по которым ими еще и можно играть. И эстетика, и азарт в одном флаконе. Игра выстрелила, породила целую культуру и отдельный жанр, вывела геймеров из своих каморок на улицы и в клубы, а также немного пошатнула кошельки коллекционеров, ведь на данный момент уже было выпущено свыше 20 тысяч карт, а каждый год выходят все новые тематические выпуски. Вторым важным событием в истории ККИ после релиза магии стало возникновение компьютерных коллекционных карточных игр, о которых мы, собственно, и говорим в этой рубрике. И в итоге круг замкнулся. МТГ породила целый жанр, из которого впоследствии вырос компьютерный формат, куда теперь активно движется и сама магия. Предпоследней попыткой оцифровки сознания была игра Magic Duels, созданная сторонней студией совместно с теми самыми легендарными Wizards of the Coast. А сейчас колдуны с берега завели свою собственную внутреннюю студию и своими силами воплотили компьютерный вариант магии под названием Magic the Gathering Arena, или по-нашему Арена, которая буквально на днях получила русскую локализацию. Поверьте, это действительно важно. Я успел поиграть в английскую версию, и от некоторых описаний карт у меня натурально взрывало голову. А тут еще и о партии думать надо параллельно, пока пытаешься уловить суть. А иногда количество слов на карте столь велико, что благодаря МТГ вы спокойно сможете освоить скорочтение. Так что отныне можно спокойно погружаться в магию с головой. Так сказать, вам выдан коллекционный карт-бланш. Перевод на великий и могучий выполнен достаточно полно. Английского я вроде как не встречал, шрифты довольно приятные, хоть и не совсем родные, локализация карт практически идентична своим картонным версиям. Если, например, бумажное обличие вот этого вот орка-пирата максимально соответствует своему виртуальному воплощению, то вот, например, у пиромантки штормовой флотилии есть небольшое отличие в тексте. На реальной версии написано «наносит 2 повреждения целевому существу или игроку», на виртуальной же значится 2 повреждения любой цели. Не знаю, насколько это критично. Flavor текст, кстати, пишется не на самих картах, а в коллекции. Или по нажатию правой кнопки мыши во время игры. Тоже локализован. В общем, мне показался нормальный перевод. Еще бы цены в магазине перевели, было бы совсем хорошо. ШБ, МНК, не вижу. Отлично, годен. Вот такая вот русская магия. Хотя русская магия звучит так, будто я на вас сейчас нашлю хворь с глаз и порчу, но сниму их за доп. Плату. Несмотря на то, что МТГ некоторыми считается довольно замороченной и сложной игрой, понять ее азы в принципе просто. Итак, как и в армии, отныне вы не вы, а так называемый Planeswalker. Хотя у игры и имеется локализация с 2005 года, этот термин никак не переводится. С самолета ходящий, наверное, не самый удачный вариант. Ах да, еще Planeswalker'ы — это специальные карты в игре.
Так вот, свой Planeswalking вы реализуете посредством использования различных карт, в основном существ и заклинаний. Для того, чтобы швырять фаерболы и миньонов на поле боя, вам необходимо, словно феодалу, земля. Земли здесь — это специальные карты, генерирующие вам ману определенного цвета. Да, чтобы играть карты, нужна мана, чтобы была мана, нужно играть карты. И да, земля тут разноцветная, прям как на контурных картах по географии. Вы можете выставлять земли каждый ход, если они есть в руке, и они остаются с вами на всем протяжении игры, создавая вам ресурсы на каждый, опять же, ход. На примере карты Анград Пират Минотавр, кроссовер века, давайте разберемся в этом механизме. Иконка с черепом подразумевает, что вам потребуется одна мана черного цвета, которую генерирует болото. Иконка с горой — одна мана красного цвета. Цифра 4 в сером кружочке — 4 маны любого цвета. Итого для розыгрыша этой карты вам потребуется суммарно 6 маны, из которых минимум одна будет красного цвета и минимум одна черного. Как там ваш мозг, не перегрелся? Сейчас будет максимально общее объяснение механики. В правилах магии существует куча нюансов, которые рушат общий шаблон поведения, но можно сказать, что в вакууме любой бой может выглядеть так. В нижнем правом углу отображаются боевые характеристики карты, количество ее атаки и здоровья, а в описании, очевидно, особенные свойства. Выставленные на поле боя существа могут использоваться как для атаки, так и для защиты, в зависимости от вашего выбора. Но только одно действие за ход, если иное не предусмотрено механикой. Бьем или отбиваемся. По умолчанию карты всегда будут бить в лицо оппонента, но ваш соперник во время стадии защиты имеет возможность принять удар любого вашего существа в своего одного или нескольких миньонов. Карта умирает только в том случае, если ее здоровье за один ход опустится до нуля. В противном случае ее ХП восстанавливается. Это, в принципе, легко понять, если вспомнить, что раньше этими картами играли в реальной жизни. Никто же не будет записывать себе, сколько здоровья у какой карты осталось. Ты либо ее уничтожил, либо нет. Соответственно, накапливайте ману нужных цветов, разыгрывайте существ, отправляйте их в атаку или оставляйте в обороне, вы носите вражеское лицо. Победа! Подробно все это разжевывается в обучении благодаря вашему помощнику Свету в конце туннеля, а по окончанию туториала вы столкнетесь с самим легендарным для серии злодеем Николом Болосом. Никол Болос — опустошитель! Никол Болос — бог-фараон! Никол Болос — обманщик! Словно в комментарии на ютубе зашел. Да, повторюсь, в игре существует миллионы мелочей, которые рано или поздно вы все-таки усвоите. Например, разделение на летающих и наземных существ, специальные карты с пассивным эффектом каждый ход, стеки заклинаний, несколько вариантов проигрыша игрока, способности, за активацию которых необходимо заплатить определенную цену, предсказания, плейсволкеры эти и тысяча других мелочей, которые за одно видео разве что Эминем успеет зачитать. Но для простой игры не на соревновательном уровне в большинстве случаев вам эти знания и не понадобятся. А если и появится у вас какая-то особенная карта, игра сама подскажет, что делать. Колоду вы собираете из 60 любых карт, хотя, конечно, пихать все подряд будет абсолютно неразумно. Примерно следует придерживаться следующих правил. Брать в колоду порядка 20 карт маны, при этом ограничиться или одним, или двумя, или максимум 3 цветами одновременно. Ну, типа черно-белая дека, красно-зеленая дека, или красно-синяя дека, или, как я ее называю, 3D-ка. Экспериментировать никто не запрещает, но за 25 лет игры устаканились такие вот плюс-минус принципы. Существ и заклинания, конечно, нужно подбирать в цвет выбранной маны. Ну а далее комбинируйте все это добро по моностоимости или специальным комбинациям эффектов в зависимости от задумки. Или более казуальный вариант: сперва набирайте себе понравившиеся карты для сражений, а потом игра автоматически доложит вам в колоду необходимое количество земель маны. Для новичков в арене сразу предлагаются несколько бесплатных наборов как с одной, так и с 2 манами и кратким описанием, как ими лучше всего играть. Ну а пополнять свою коллекцию можно за счет покупки бустеров, как за виртуал, так и за реал. Плюс имеется возможность перенести свои реальные карты МТГ в виртуальную арену, начиная с выпуска гильдий Равники. Ну, там код должен быть внутри. Виртуальная золотишко пополняется за счет побед и выполнения специальных заданий. Так, вы чё, уснули там, что ли? Ладно, что взбодриться, вот вам немножечко картежных каламбуров.
Знаете, как называют профессионального игрока в карты? Картавый. Нормально, сейчас будет получше. Знаете, как белорусы ласково называют карты? Картошечка. Ладно, математическая задачка. Что будет, если сложить Макдональдс и карты, а потом поделить это все на 2? Пол Маккартни. Да, говорил, вас это порвет. Как называется, когда у вас в руке самая мощная карта? Картуз. Спасибо, вы замечательная публика. Только лайк поставьте. По режимам доступен классический драфт с использованием уже собранных колод, режим событий и напрямую игры с друзьями. С первым и последним все понятно, да и события уже не в диковинку. В них вы отсыпаете кристаллов за участие в событии определенного выпуска, составляете колоду из случайных карт этого выпуска и стараетесь одержать как можно больше побед с 3 жизнями, чтобы заработать валюту и карты. Графически арена максимально передает опыт игры в реальную МТГ. Карты поворачиваются, наслаиваются друг на друга при бафах, складируются в специальных зонах на столе, всяких там библиотеках и кладбищах, переставляются местами во время атаки и защиты. Разве что только протекторов на карты не хватает. Ну и немножко компьютерной графики тоже добавилось. У некоторых существ и способностей имеются визуальные эффекты, благодаря которым на поле боя может даже и черт из табакерки вылезти. В целом же МТГ-арена является неплохим трамплином для будущих завсегдатаев хобби-шопов и значительно снижает информационную нагрузку на игрока, чего, наверное, и хотели бы многие новички. Вам не нужно помнить последовательность действий, считать ману, крутить кубик, вспоминать, когда можно разыграть заклинание, а когда нет. Все это делается автоматически или интуитивно подсказывается. С эффектами ломать голову тоже не придется. Вам демонстрируется, в кого можно пульнуть фаерболом, а в кого нельзя. Да даже оппонент вам не орет «ходи побыстрее», после чего вы выходите с ним драться на улицу. Жиза. По моим личным ощущениям, не так страшна магия, как ее малюют. Особенно после прохождения обучения и пары игр на стартовых колодах. Иногда, конечно, могут попасться в соперники явно умудренные карточной жизнью любители хитрых комбинаций, но игра старается наглядно продемонстрировать, что именно происходит с вами и вражескими картами во время игры. Да, вы проиграете, но наглядно. В общем, если вы всегда мечтали опробовать ту самую Magic the Gathering, или просто искали новую ККИ со вдумчивым геймплеем, или хотели поиграть в МТГ, но сидя дома в одиночестве, то арена — идеальный способ почувствовать эту магию. Мне кажется, каждый уважающий себя современный ККИшер должен ознакомиться с корнями. Да и на самом деле залипнуть тут можно надолго, погружаясь во все эти правила, заморочки и прочие интересные моменты. Да даже лор и сюжет у игры есть. Ну или если вам не хватает реальной МТГ в жизни, то можно дополнительно поигрывать и в виртуальную. Ну или наоборот, нарабатывать скилл в арене, чтобы потом нагибать за реальным столом. Обе версии дополняют друг друга достаточно гибко. Сама арена бесплатна, новичкам первую дозу в виде стартовых колод выдают также за даром. Сейчас с переводом на русский играть стало куда комфортнее, поэтому лучшего момента начать знакомство с серией еще не было. Понимаете, магия, она настолько магия, что разноцветные пони называли бы ее «дружба». Основные фишки МТГ — это глубина и сформировавшийся за многие годы фэндом. Весь этот знаменитый мир готов открыться вам, подобно бустеру, по ссылке в описании. Ну а с вами был Аркадий, бла-бла-бла, концовка видео, бла-бла-бла, лайки, подписки. Заглядывайте на второй канал и в паблик ВКонтакт-бла-блакте. До новых встреч!